Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Вчерашний ролик был посвящен двум кардиганам, связанными японскими мастерицами. Сегодня я продолжаю эту тему, и у нас в сегодняшнем видеообзоре будут целых 3 кардигана. Это еще один романтичный, нежный образ с очень популярным узором листьями. Вы видите, листики здесь у нас используются. Здесь V-образный у нас скос идет вот такой, да, по полочкам. То есть это кардиган нежный, с использованием жгутов. Также вертикальная направленность узоров зрительно уменьшает, вытягивает силуэт и уменьшает вес, да, человека. То есть подходит для больших размеров очень хорошо. Красивый жакет, кардиган, который обязательно, мне кажется, таким узором когда-то вязала каждая вязальщица. Согласитесь. Я, например, вязала и шарфик таким узором, что-то там еще детям вязала, когда они были маленькие. Шикарный вариант. Так, как молодым подходит, так и не очень молодым дамам. Так что тут вообще нет никаких. Так, давайте посмотрим. Резинка у нас скрещенные петли используются, изнаночная и скрещенная лицевая. Здесь указано, да, здесь вот у нас расположение жгутов на рукаве указано. Вот показываю, да, здесь в полное. Кому надо, делайте скрин. Далее у нас идет схема полностью выкройка. Выкройка расположения также наших ажурных листиков и жгутов. Взаимное расположение. Обращаю внимание. Такая же классика, рукав с окатом. Так, и основная схема у нас идет. Опять-таки здесь идет сочетание жгутов и наших прекрасных листиков. И смотрите, делайте, девочки, скрин экрана, сохраняйте схему. Здесь опять-таки раппорт, высоту показан вот 12 рядов справа, видите, скобочка, да. Условное обозначение. Ну, это лицевая гладь, пустой квадратик. Изнаночная петельки, это горизонтальная черта. Скрещенная лицевая, это вот этот вот значок такой весь перевернутый, да, бантиком. Накид, соответственно, круг. 2 вместе лицевой, это знак 2 вместе лицевой у нас показан вот этот такой, видите, да? Соответственно, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Там, где у нас в ряду, в раппорте идут 2 вместе, провязываются, обязательно должно соответствовать накиду. Обязательно за этим следите, когда будете делать какие-то убавки или какие-то корректировки. Смотрите, вот это 3 вместе лицевой у нас показан на схеме. Вот такой вот этот знак, да? Вот этот знак, это перекрещиваем 4 петли направо. Надо посмотреть на оригинале. Здесь вот мутная такая схема, но направо все-таки. Направо перекрещивается. Давайте посмотрим на саму фотографию. Здесь приблизим узор. Так, вот у нас тут все приближено. И направо, да, действительно, жгуты перекрещиваются направо. Идут они у нас в обрамлении скрещенных лицевых. Все, что будет непонятно, девочки, на схеме, конечно же, хорошо понятно в оригинале, когда узор посмотришь. Да? Классика у нас рукав, я уже говорила. И вот такая прелесть у нас выходит на спицах. Очень красивая, красота необыкновенная. Хоть и давно существует этот узор, но, как говорится, красота есть красота. Нет, она вне времени существует. Давайте 4-ю модель посмотрим. 4-й жакет у нас очень стильно выглядит, современно. Крупные ромбы. Очень-очень красиво смотрится, просто оригинальный дизайн. Узор шикарный,
Конечно, я не могу сказать про вертикальность этого узора. Он не будет как бы вытягивать силуэт, но он бесподобно прекрасен все равно. И я бы его обязательно взяла бы на заметочку. Так, и, конечно же, давайте посмотрим схему. Ну, внешне вы видите узор укрупненный, очень хорошо видно, да. И давайте сразу перейдем к схеме. Классика. У нас идет схема. Так, схема у нас перед глазами. Девочки, делайте также скрин. Так, и здесь у нас раппорт, я смотрю, не выделен. Не выделен раппорт. И придется нам его сами счету. То есть здесь почему-то решили не выделять раппорт, но здесь по логике вещей понятно, да? Про условное обозначение у нас горизонтальная черта – это изнаночная, круг – это накид, это 2 вместе лицевой знак обозначает с наклоном вправо и влево, соответственно. Это скрещенные лицевые идут. Так. И все, собственно говоря, все я озвучил. Но бывает еще вот этот знак, это 3 вместе лицевой. Это всем известный тоже знак. Так, и выкройка классика. Здесь свои мерочки ставим, да, и все. Классика отдельными деталями вяжется и сшивается. Вот такая вот красота у нас идет. 4-я наша модель кардигана-жакета. Конечно же, меняете под себя, девочки, конфигурацию. Можно сделать не классику, а спущенное плечо. Ширину, конечно, под себя делаете. Кто-то хочет, чтобы было посвободнее, кто-то по талии, чтобы сидело. Это все на вас, на ваше усмотрение. 5-я модель смотрим. 5-я модель – это тоже жакет, который можно порекомендовать мастерицам, имеющим небольшой опыт вязания, поскольку узор довольно простой. Здесь у нас тоже классика и скрещенная резиночка с скрещенными лицевыми вяжется. Низ украшен ей, полочки, вырез горловины. Узор сейчас посмотрим. Ну, видите, да, что все выполнено. Прям чисто классический, элегантный такой вариант, нарядный, очень красивый. Во все времена будет популярен. Я уверена, что этой модели лет 20, наверное. И, в общем, она до сих пор актуальна. И если для себя любимых такую красоту связать, ну, просто будут вам все подруги завидовать. Тем более такой простой, логичный, волнистый узор. Давайте посмотрим, как выглядит его схема. Схема. Раппорт выделен здесь скобочками, очень хорошо видно. Вот у нас с вами схема, приближаем мы. Я приблизила вам узор и делайте скрин. Очень простой узор, честно скажу. Непонятно, что обозначают эти скобы, потому что раппорт у нас здесь значительно меньше. Про условное обозначение. Здесь у нас идут то же самое, собственно говоря. Круг – это накид. Вот эти знаки обозначают 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все. Лицевая петля – это вот этот пустой квадратик, горизонтальная черточка, изнаночная петля. Вот этот знак – это из 3 петель мы, смотрите, третью петлю мы накидываем на первые 2, то есть из 3 петель он состоит и вяжет следующим образом. Вот дошли до этого знака по схеме, накидываем 3-ю петлю на первые 2, и из этих 2 петель, которые остались, первую провязываем лицевой, делаем накид, и вторую тоже провязываем лицевой. Вот так получается из 3 – 3, но с элементом
ажура. То есть у нас здесь накид присутствует. Вот такая вот красивая получается очень вещь. Так, ну все. Вот так у нас выглядит резиночка. Как я сказала, изнаночная и скрещенная лицевая. Рукав классика. И вот у нас выкройка для данной модели. Тоже свои размеры ставьте. Тоже классика. Все понятно. Мерки свои. Еще раз пробежаю вам узор. Очень хорошо здесь видно, как это вяжется. Я, конечно же, этот вязала узор. Сейчас вот так, когда берешь спицы, и там все становится понятно в руки, да, а так по картинке, в принципе, тоже все понятно. Все хорошо. Так, мои дорогие, на этом наше обзорное видео заканчивается. Очень я рада, что показала вам такие красивые, неувядающие модели жакетов, кардиганов. И до новых встреч, мои дорогие!